привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру «Похождение Ларри Лаффера». Усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. А что она нам дала, мне вот интересно, надо посмотреть. Что такое вообще там интересного? Колбаса? А зачем мне колбаса? Идеально подходит. Я не знаю зачем, но я решил, короче, сюда поставить колбасу. Так, ты, держи. Надо попробовать. Этого долбануло. Так, ток пошел, он идет. Но через колбасу он точно должен пройти. Блин. Получилось, Пай. Вперед, наконец-то сбежим с этого острова. Ты собираешься бросить малыша? Мы сделаем все, чтобы спасти его. Старый добрый Ларри. Уже уходите, господин Ларри. Мне казалось, вы по достоинству оценили бы компанию из этих прекрасных дам. Мы надеемся, что здесь мы не узнаем друг друга намного лучше и станет гораздо ближе. Чего? Знаешь, я передумал, а его вполне можно оставить здесь. Блин, я угораю со своего телефона. Если вам хватает смекалки, чтобы выбраться из хорошо охраняемой тюрьмы, то с вашей помощью я мог бы найти даже эту пещеру космического познания. И мы вместе могли бы испытать все ее радости. Разве это не заманчиво? Что-то я сомневаюсь. Если будет интересно, загляните в мой номер в отеле 69, там будет папка с информацией. В ней все, что мне удалось узнать. Я подумаю об этом. Держи хвост пистолетом, чувак. Обязательно. Все, можно сваливать, как я понимаю. Уф, сбежали. И никого не съели. Свингл все еще там. А он справится. Нам что теперь вообще делать? Фейт потеряла память, даже меня не может вспомнить. А теперь подумай, как это можно исправить, Ларри. Думай хорошенько, Ларри, думай. Я вдую ей по полной. Ларри, тебе надо сделать, что она не захочет забыть тот же самый момент. Ты кое-что узнала от Свингла? Я отвлекался на его костюм. Он говорил насчет пещеры. Какой пещеры? Ларри, он сказал, что на архипелаге есть пещера космического познания. Каждый, входящий в нее, познает себя глубже. Я давно знаю о себе все, что мне нужно знать. Речь не о тебе, я про Фейт. А, точно! Если нам что-то связано с удовольствиями, которые ищет тот маленький извращенец, то... Но если там есть силы, которые помогут Фейт узнать что-то о себе, тогда она все вспомнит. Ну, может быть. Иногда мне кажется, что ты думаешь за меня, и мне это нравится. Итак, теперь надо найти пещеру и открыть ее. Ага. А затем придумать, как затащить туда Фейт. Ага. И тогда... Я знаю, Так. Надену ей на голову резиновую курицу. О, нет, Ларри. Если легенда говорит правду, она все вспомнит. Все это слишком как-то просто звучит. Ладно, вернемся на Клау. Нужно отыскать папку в номере Свингла. Штаб, ответьте мне, прием. Нет, я же сказал, это смазка, а не в рот нужно брать. А ну, выплюнь! Емэй, как дела, детка? Я узнала что-то еще об этом, Ларри. Вдохни глубже, Емэй. Он работал на слив. Что? Мы нашли данные о нем в личных делах. Он был стриптизером на стажировке. Ничего себе! Это наверняка было прикрытие. Значит, он уже проник в слив. И наверняка вскрыл все секретные данные. Но для кого? На кого же ты работаешь, Ларри? Он явно опасен. Может, тебе стоит избавиться от него на всякий случай? Нет, нельзя упускать из виду нашу цель — Фейт. Если ему удалось проникнуть в слив, возможно, он найдет себе способ вернуть Фейт память. Логично, по идее.
Я не уверен, что у нее... только мы сможем узнать, где находится алгоритм. Хорошо, я полностью тебе доверяю. Не меньше, чем своему пыточному ножу, но тщательно вымой его, когда будешь возвращать. Это семейная реликвия. Поняла? Надо взглянуть, как продвигается секретный проект. Надеюсь, какие-то результаты уже есть. Какой-то придурок, реально. Я думал, сейчас диалоги просто какие-то будут, что-нибудь упущу. Время поджимает. Сплошной стресс. Нари, дорогая моя. Мой любимый инженер, мой гений. Как проходят испытания? Ну, честно говоря, не так хорошо, как я надеялась. Моторика развита полностью и тоже работает недостаточно хорошо. А программы для секса? Они относятся к моторике? К счастью, все испытуемые подписали соглашение о компенсации, снимающие с нас ответственность за травмы. А с алгоритмом Фейт работа намного упростилась бы. Уже недолго, Нари. Как только у нас будет программа самообучения, она будет работать точно, сама по себе. Однако мы не будем терять времени даром. Нужно объявить о нашем продукте. Не думаю, что это разумно. Это очень разумно. В новом Лох-Вегасе что-то назревает. Я чувствую. Ну ладно, я и зуд промежности чувствую, но это не имеет значения к делу. В любом случае, мы должны быть на шаг впереди остальных. Скоро мы откроем миру. Пайбота! Это секс-игрушка, что ли, какая-то? Секс-человек или как его назвать? Секс-робот там или что? Я не знаю. Кстати, подушка на кровати вообще зачет. Итак, да, это определенно похоже апартаменты Свингла. Он здесь, очевидно, успел обустроиться. Давай просто найдем папку и уберемся отсюда. Да, это очень мерзкий номер, я, конечно, согласен. Так, что лежит под кроватью? Массажная палочка. Блин, Ларри ее подобрал. Неприметно и многофункционально. Это что? Подушки. Щупальца. Так, странные пупырышки. Блин, они очень странные, Ларри. Дверь гардероба. Что у нас здесь? Фетишистский костюм. Мы его забрали. Я в это не влезу, надеюсь. И я на это надеюсь тоже, Ларри. Кляп какой-то. Ну, чтобы закрыть рот, лучше ведь, когда рот свободен. Ну, кому как, Ларри. Так, это что? Пробка с каким-то хвостом. Мы тогда Нари, помню, пробку вставляли с хвостом. И Ларри нравится. Так, это что? Не похоже, что использовали, но лучше приостеречься и не трогать это руками. Допустим. И? Крайне подозрительный рычаг. Я понимаю, что не стоит дергать рычаги, если я не знаю, что они делают, но... Ёлки-палки. Это что за хренотень? А теперь я вспомнил, почему не хотел этого больше делать. И чё это за хренотень? Так, блин, а я вот это не открывал. Заперто, и некуда водить код или что-то типа того. А вот же телефон. Итак, короче, я в шоке от того, что происходит. Короче, берем стрампон. Я не знаю, довольно удобно, что эту штуковину можно потом просто снять. Это что? Мой выходной костюм мне больше нравится. Я к этому не прикоснусь. Ну, давай уберем это убожество отсюда. Все, отлично. Так, надо закрыть этот гардероб, нафиг он не нужен. Так, я не понял, это что за цвета? Итак, черный. Их надо разложить, что ли, ё-моё. Зеленый. Получается, нажимаем сюда. Так, мне нужен розовый. Это на розовый похоже. Есть. Так, и берем вот эту штуку, кладем сюда. Стоп, мне нужна пробка.
Массажная палочка. Массажная палочка, нахрена она ему была нужна? Так, и что мы видим? 1, 3, 4, 5. Ну, в принципе, смотрите. Если по высоте смотреть, у нас получается 2, 3, 4, 5, 1. Давайте попробуем это наберем. Поможет ли это? Итак, что набирать? 2, 3, 4, 5, 1. Сейф открылся. Назад. Открываем. Книга Свингла. Интересно, что же там в досье Свингла? Взгляни, Пай. Наверное, это папка, о которой говорил Свингл. Я тоже думаю, это она и есть. Фу, липкая какая. Бери кончиками пальцев. Даже думать не хочу, чем от нее можно заразиться. Даже лучше я ее просканирую. Сохрани все в базе данных, чтобы информация была всегда под рукой. Только не подноси меня слишком близко. Гадость какая. Хорошо. Все, что ли? Все, готово. Так, что в папке? Свингл и правда много раскопал. А там копии исторических документов экипажа, открывавшего архипелаг. Дневники, письма, вахтерный журнал капитана и какие-то непонятные записи, а также заметки Свингла. Экипаж корабля и правда вошел в пещеру космического познания, о которой говорил Свингл. Чтобы ее открыть, понадобился надежный... Так, и после этого записи становятся запутанными. Похоже, они много узнали о себе, некоторых это не очень обрадовало. Из-за этого они разделили ключ-камень на 4 части. Каждый взял себе по фрагменту. Капитан Махотон, Раджебаль, Фёбертон, Леди Чентон и Маркиз Д. Понятно. Они скрыли путь к пещере, чтобы в нее больше никто не смог войти. Звучит как задание для Ларри Лаффера. Что с ними случилось? Все они погибли при загадочных обстоятельствах. Походу, себя реально познали. Расскажи о капитане. Мохнатон первым был там, который сегодня носит его имя, чтобы он не узнал о себе в той пещере. Однажды ночью он не выдержал. Вместе с небольшим экипажем он пытался уплыть на неудовлетворенном с архипелага, но поднялась огромной волной, корабль разбился о скалы. Одной из них была заметная скала Афалос, которая до сих пор поклоняется как символу плодовитности. Значит, его фрагмент ключ камня утонул вместе с ним. Возможно. А что ты знаешь о Хреноберне? Так, он создал семью с Леди Чентон. Очень здесь интересно, их дочь похожа на фамилию Марли. Подожди-ка, это ведь фамилия Бобби. Нужно ее об этом расспросить. Значит, Хреноберн жил долго и счастливо. Он умер от перелома бедра. Так и сказал, восхитительную жизнь прожил. Ты меня слушал вообще? Ты говоришь, будто так сексуальная зависимость это что-то плохое. Я забудь. В общем, его похоронили на острове Мохатона. Наверное, вместе с ключом. Что случилось с Леди Чентон? Она загадочным образом задохнулась. Леди Чентон жила с Хьюбертоном, и ее... Никто не должен найти могилу ее возлюбленной Леди Чентон. Темная история не должна открываться, только я знаю дорогу к ее могиле. Она начинается, на этом запись оканчивается. Похоже, второй страницы нет. Надо найти эту страницу, чтобы добраться до могилы Леди Чентон и разузнать о ее ключе камни. А что случилось с Маркизом? Маркиз не мог справиться с тем, что узнал о себе в пещере. Он сбросился в вулкан Калуа. Неловко, конечно, вышло. Получается, от его ключ-камня не осталось никаких следов, и он мог даже расплавиться. Но можно поискать зацепки вулкана, и так можно найти 4 ключа, и, конечно же, саму пещеру космического познания. Было ли в папке информация, которая может найти пещеру? Ряд моментов указывает на остров Эбити. Свингл даже как-то вел координаты места, где, по его мнению, может быть пещера. Но даже если отыскать эту пещеру и все 4 фрагмента ключа камня, у нас останется нерешенная какая-то там проблема. У тебя садится аккумулятор? Нет, тебе придется затащить Фейт с собой в пещеру. Хочешь сказать, я должен ободуть опасных вооруженных лесбиянок и получить... Именно.
И, Ларри, я не уверен, что это вообще хорошая как бы идея. Экипаж узнал о пещере, там все такое, что свело их с ума. А кто знает, что может случиться в этой пещере с Фейт или с тобой? Космическое знание, самопознание, бесконечные удовольствия. Эта пещера может быть и опасной. У нас нет выбора, Пай. Фейт растеряна, у нее амнезия. Возможно, пещера даст ей разуму толчок в правильном направлении. Если я при этом превращусь в помешанного на сексе извращенца, то ничего не изменится. Эй, я хотел сказать, что придется с этим жить. А пока ты не умрешь от перелома бедра или не бросишься в вулкан. У меня голова вот-вот лопнет, Пай. Не волнуйся, я все ввела в приложение. Ну чё, теперь я как понимаю, надо искать вот эти камни. Итак, ребят, в общем, подведем итоги. Если следовать из той информации, которую нам сказала Пай о Маркизе, в порыве безумия Маркиз, он же как бы бросился в жерло вулкана острова Калуа. Наверное, Ларри следует поискать зацепки, я думаю, где-нибудь там. Потому что Калуа — это этот остров, где мы сейчас с вами находимся. Итак, первым делом я хочу опять побеседовать с Портье. В последнее время он слишком много знает. Что ты можешь рассказать о других островах архипелага? Есть много остров Манхэттен, но ты держался подальше. Почему? Оттуда никто не возвращался. Хорошая причина, но есть остров Эбити. Там скучно, просто статуи всякие повсюду, туман, таинственность и все такое. В точку, чувак. А еще держись подальше от скалы Фалос. Там постоянно тонут корабли. Почему ее так назвали? Это большая скала и похожа на совсем на... не на... Ладно, расслабься. Ладно, пошли отсюда, короче. Про остров мне. И получается, фигурку в форме фалоса мне тут рассказывает. Нашел мне что рассказывать. Ладно, пошли. Чего? А я не помню, а здесь вот это было или нет? Гейзеры какие-то. Так, дверь туалетной кабинки. Может быть, здесь все-таки что-нибудь есть? Да тут, в принципе, дофига чего есть. Например, орхидея. Ну что, поздравьте меня, ребята. Первая смерть в этой игре. Мы удачно восстановились. Я думаю, больше так мы реально косячить не будем. Поэтому я буду аккуратен ко всему. Я тут, наверное, сварюсь заживо, поэтому я буду дергать. Почти прочь с глаз моих. А вот и все, а вода уже исчезла, так что можно идти дальше, как я понимаю. Чё за дырка? Тянет сквозняком. Офигеть, а зачем между сортирами дырка? Вы мне объясните, ребят, я не понимаю. Мы в новой локации. Ларри, я еще кое-что нашла в папке Свингла. Да. Маркиз де Мунье, который пытался убить всех остальных неудовлетворенного. Сведения о нем противоречивы. Он сошел с ума и бросился в жерло вулкана вместе с ключом. Либо Хриберн пытался его убить. В любом случае, Маркиз вместе с своим ключом исчез в жерле вулкана или возле него. Ладно, может быть, мы что-нибудь отыщем. Ух ты, девушка. Блин, опять ягоды. Я опять сдохну сейчас, ягоды порву. Я не буду ягоды брать. Генератор. Что здесь? К нему нужно подключить то, что требует электричества. Ну, например, вентилятор мой с полота. Я там что-то про генератор, аккумулятор говорил. Это вот, по идее, надо было ставить. Опачки. Плоскогубцы. Только это не плоскогубцы, это кусачки, по-моему. Да, это самые что ни на есть клещи, кусачки. Так, лопата. Практично. Конечно, Ларри, практично, я тоже так думаю. Так. Я боюсь цветы уже рвать. Больше ничего нету. Вроде нету. Ну что ж, я предлагаю все-таки с девушкой немножечко перетереть. Привет, милый наряд. А какая разница, что? Главное, чтобы ничего не болтается, не мешает. Попробуй полазить, если у тебя свисает что-то и цепляется. Хорошая причина носить меньше одежды. Я Ларри Лафер. А я Нора. Нора, ну ты, блин, у тебя быстрые диалоги, конечно. Я еле успеваю за тобой.
Ты занимаешься этим профессионально? Вроде того. Превратила хобби в профессию. Профессию, сказала биолога. А при чем здесь лазанья? Черт возьми, добраться до тварей, которых нужно исследовать. Некоторые из них очень быстрые и ловкие. Кроме того, мне нравится спорт. Полезный для пресса. К сожалению, я часто срываюсь и падаю. А какое у тебя любимое животное? Кошки? Просто кошки? Я ждал какое-нибудь совершенно экзотическое животное. Не люблю брать работу на дом. Хорошая мысль. Я хочу подняться на вершину вон того вулкана. Зачем тебе то подниматься? Я вулканолог-любитель. Я думаю, там жарко. Я бы с радостью помогла тебе туда подняться, но я не могу это сделать без альпинистского снаряжения. Мысли без него. Где-то здесь должен лежать мертвый маркиз. Не видела? Нет, меня интересуют только лапчные гекконы. Кто-кто? На архипелаге живет много редких видов. Ни один из них поистине уникален. Его представители могут жить долго у жерла вулкана. Это длиннохвостый лапчатый геккон. Эх, понаблюдать бы за ними. К сожалению, части моего альпинистского снаряжения нет. Да, моя сестра, должна быть, взяла его по ошибке. Так, супер. А где найти твою сестру? Понятия не имею, где ее черти, ее побери. Обычно она сама не в курсе, где будет через минуту, вечно куда-то спешит. А она вроде говорила, что ищет какое-то растение. Как он там называлось? Что-то на букву В. Вагина? Точно! Что, правда? Вагина-зубатка. Вот это поворот! Отличное название для растения. Я сама... Это орхидея, которая растет на архипелаге только в каком-то месте. Она очень редкая, растет уже несколько столетий. Но я, как уже сказала, я об этом ничего не понимаю. Ларри, в папке Свингла есть отрывок, упоминающий это растение. Чего? Я просто прикололся. Судя по всему, маркиз искал растение, поэтому считаю, что оно обладает сексуально-магическими способностями. Если маркиз был там, может быть и зацепка, которая приведет нас. А ты знаешь, где конкретно она растет? В джунглях на острове Ибити. У меня есть подобные указания, как туда добраться. Нам придется пересечь особую прогалину. Тогда за дело. Когда доберешься туда, забери мое альпинистское снаряжение, ладно? И передай привет Доре. Ну, а как мне тебе да ответить? Ладно, мне нужно бежать. Короче, понятно. Вот по поводу, кстати, вот этой вагины, я случайно, рандомно просто ответил. Оказывается, так и есть. Блин, игра меня, походу, уже окончательно испортила. Ну и на этом моменте у нас серия, ребята, подошла к концу. Мы продолжим с вами проходить Ларри Лаффера уже в следующей серии. Не переключайтесь, скоро увидимся. Пока!